Приветствую всех на нашем канале. Сегодня хочу поменять аккумулятор в своей электробритве. Покупал ее летом в 2021 году, незадолго до войны. Служила она все это время мне великолепно, 0 жалоб на нее. Но вот в середине зимы лег аккумулятор, то есть зарядку уже не берет, бриться можно, но только через розетку. Ну, давайте приступим к разборочке. Итак, для начала здесь есть два винтика. Вот один я уже ослабил, и вот здесь второй. Вот их выкручиваем. Два винтика отсюда и один сзади винтик. Вот эти три винтика сейчас я буду вынимать. Они у меня ослаблены, так что это будет быстро, почти. Вот оно у меня уже и снялись ножи. Получаем два винтика подлиннее и один совсем такой короткий, то есть перепутать их невозможно. Ну а теперь поддеваем только корпус. Можно отверточку использовать, можно ножик, а можно и ногтями. То есть с одной стороны поддели и со второй то же самое. Вот он и снялся корпус вместе с триммером. То есть триммер я отдельно не снимал. Он как был на месте, так и остается. Сюда я вставляю отверточку под низ. Тут штырек такой черненький. Вот его слабенько, но видно. И поддеваю отверточкой. С одной и с другой стороны. Ну и тогда оно легко снимается. Еще один такой нюанс. Я тут суть до дела чуть не потерял от триммера. Вот такой вот черненький штыречек. То есть снимите его, чтобы когда его не потерять. Вот он здесь стоит. Я постараюсь показать. Вот. То есть когда будете снимать ножи, снимите и его. Вот он такой. Ну и отложите в сторонку. Ну а теперь осталось достать сам аккумулятор. Еще желательно ничего тут не поломать. То есть поддеваю легонько. Угу, тут еще и сзади. То есть все это легонько поддеваю отверточкой. Во. Снял. Где же наш искомый аккумулятор? Ну, впаян он прямо в плату. Да, образовался тут у меня такой интересный нюанс. Мне брательник мой подогнал аккумулятор, сказал, подойдет. Но, как оказывается, вот я его сравниваю, и где-то на сантиметр он длиннее. Так что сейчас я буду искать технические решения, чтобы поставить на сантиметр длиннее. Но длина немного смущает, так что я буду думать. Так, ну я его, конечно, припаял кое-как. Слава богу, вы не видели и особенно не слышали, как это было. Но он еще оказывается и немножко толще, где-то на миллиметр, так точно. Тут, но толще родного. Я в описании оставлю точные размеры родного аккумулятора, чтобы вы не мучились так, как я. Сейчас буду пытаться его впихнуть назад. Итак, удалось мне впихнуть туда этот аккумулятор нестандартный, не родной, но не советую. Уж лучше купить по размеру аккумулятор, чем мучиться, так как я промучился, я дай боже. Для того, чтобы его впихнуть, кому интересно, мне понадобилось вот два кусочка
где-то по 3 сантиметра проволочки там припаять. Ну, кто захочет, тот догадается. А так размеры этого аккумулятора я выложу в описании. И сейчас приступлю к сборке. Так, в конце концов защелкнулось. Ну, и работает. Заканчиваем тогда. Вначале забыл и сейчас чуть не забыл от триммера поставить. Вот. Ставим от триммера, а потом уже ставим ножи. И 2 винтика. Так, проверяем. Тут плотно, плотно. Ну что, подожду, пока зарядится, так? Так вроде бы все работает. Да, и последнее. Какой я туда вставил аккумулятор, я не знаю. И у брательника спрашивал, он тоже не знает его маркировки и типа размер. Так что маемо, то маемо, как говорится. Пока идет зарядочка, я уже разобрался с этим аккумулятором. Его надо искать по типу размера 14500, диаметр 14 миллиметров, длина 50 миллиметров. Но я посмотрел на его цену, что на Алиэкспресс, что в розетке. Ну и, честно сказать, заказывать я его не буду. А с тем аккумулятором, который толще и длиннее, единственный минус, который очень нежной стала вот эта вот кнопка. То есть буквально только до нее дотронулся, она уже включается. Ну не знаю, посмотрим. А на этом все. И до новых видео.